Анализ использования лингвистических методов в компьютерных системах. В статье анализируется роль и применение лингвистических методов в компьютерных системах, таких как автоматический перевод, морфологический и синтаксический анализ текста. Исследуются текущие достижения и проблемы, а также возможности их решения. The article analyzes the role and application of linguistic methods in computer systems such as automatic translation, morphological and syntactic text analysis. The current achievements and challenges, as well as possible solutions, are explored. Ключевые слова. Лингвистические методы, компьютерная лингвистика, автоматический перевод, морфологический анализ, синтаксический разбор, обработка текста, естественные языки. Keywords. Linguistic methods, computational linguistics, automatic translation, morphological analysis, syntactic parsing, text processing, natural languages. Компьютерная лингвистика – это междисциплинарная область, изучающая автоматическую обработку естественного языка с использованием методов компьютерных технологий и лингвистики. Важность применения лингвистических методов в современных системах обработки текста заключается в их способности обеспечивать более точное понимание и интерпретацию контекстов, грамматических структур и семантики. Это помогает улучшить качество машинного перевода, поиска информации, анализа текстов и других задач, связанных с обработкой естественного языка. Методы лингвистического анализа включают морфологический, синтаксический и семантический анализ. Морфологический анализ изучает структуру и форму слов, синтаксический – связи и порядок слов в предложении, а семантический – их смысл и значение. Эти методы позволяют компьютерным системам точнее интерпретировать текстовые данные, обеспечивая грамматическую и смысловую корректность. Примером их использования является система машинного перевода, которая анализирует грамматику и смысл текста для создания качественного перевода. В системах автоматического перевода, таких как Google Translate и Яндекс.Переводчик, используются методы лингвистического анализа для улучшения точности перевода. Морфологический анализ помогает правильно определять формы слов и их грамматические характеристики, что важно для переводов с языков, имеющих сложные падежные системы. Синтаксический анализ позволяет системе понять структуру предложений, обеспечивая правильный порядок слов в переводе. Семантический анализ помогает учесть контекст и смысл слов, чтобы избежать дословных и неуместных переводов, обеспечивая более естественное звучание текста. В автоматическом переводе одной из ключевых проблем является многозначность слов, когда одно слово имеет несколько значений, и система должна правильно выбрать нужное. Сложности синтаксического анализа возникают при обработке сложных предложений с запутанной структурой или необычным порядком слов. Контекст также играет важную роль, и системы перевода часто ошибаются, если не могут учесть смысловую связь между предложениями. Неверный выбор контекста может привести к некорректным интерпретациям и ошибкам в переводе. Все эти проблемы требуют более точных алгоритмов, чтобы улучшить качество автоматических переводов. Морфологический анализ играет ключевую роль в понимании и структурировании текста, так как он позволяет определить грамматические характеристики слов, такие как род, число и падеж. Это помогает системам обработки естественного языка правильно интерпретировать формы слов и их функции в предложении. Без точного морфологического анализа могут возникнуть ошибки в понимании контекста, что негативно сказывается на качестве перевода и анализе текста. В результате морфологический анализ является основой для более глубокого синтаксического и семантического анализа, улучшая общую точность обработки текста. Синтаксический анализ – это процесс определения грамматической структуры предложений, который помогает выявить связи между словами. Этот анализ играет ключевую роль в правильном построении предложений и точном переводе текста, так как позволяет системе понять, как слова взаимодействуют друг с другом. Метод дерева зависимостей представляет предложение в виде графа, где слова – это узлы, а связи между ними – это зависимости, отражающие грамматические отношения. Например, подлежащие и сказуемые будут связаны с зависимостью, указывающей на их взаимное отношение.
Такой подход помогает системам перевода лучше понимать структуру предложений и корректно передавать смысл в другом языке. Семантический анализ играет важную роль в интерпретации смысла предложений, поскольку он помогает понять значение слов и их связь в контексте. Этот анализ выявляет лексические отношения, такие как синонимия, антонимия и полисемия, что необходимо для точного понимания текста. Одна из сложностей в автоматической интерпретации заключается в многозначности слов и фраз, когда одно слово может иметь несколько значений, в зависимости от контекста. Машинным системам трудно распознать такие нюансы, что может приводить к неверному пониманию. Чтобы решить эту проблему, требуется более глубокое моделирование контекста и учет всех возможных интерпретаций. Сравнение методов. Морфологический метод. Преимущества. Точный анализ формы слова и грамматических характеристик помогает обрабатывать языки с развитой морфологией. Недостатки. Могут возникать ошибки при анализе слов с неоднозначными формами. Сложность для языков с многими исключениями. Синтаксический метод. Определяет структуру предложений. Улучшает понимание грамматических зависимостей между словами. Недостатки. Трудности при обработке сложных или неоднозначных синтаксических конструкций. Ошибки могут повлиять на весь анализ. Семантический метод. Преимущества. Способствует пониманию смысла и контекста. Учитывает полисемию и синонимию. Недостатки. Сложности в учете многозначности слов. Требует глубокого контекстуального анализа для точности. Прагматический метод. Преимущества. Учитывает намерение говорящего и контекст вне текста. Помогает в интерпретации сложных выражений. Недостатки. Зависит от дополнительных данных о ситуации и контексте. Сложен для автоматизации без обширных данных. Современные направления в компьютерной лингвистике сосредоточены на использовании глубокого обучения и нейронных сетей, что значительно повышает качество автоматического перевода. Модели, такие как трансформеры, например, GPT и BERT, позволяют лучше понимать контекст и грамматическую структуру. Развитие мультиязычных моделей обеспечивает качественный перевод между различными языками. В будущем акцент будет сделан на улучшении работы с многозначными словами и сложными синтаксическими конструкциями, а также на интеграцию семантического и прагматического анализа. Также возможно расширение технологий для интерпретации эмоций и намерений в текстах. Примеры приложений. Первое. Google Search. Система использует морфологический, синтаксический и семантический анализ для улучшения поиска информации, учитывая контекст и значение запросов пользователей. Второе. ChatGPT и другие чат-боты. Эти приложения применяют глубокие нейронные сети и методы обработки естественного языка для ведения бесед, понимания вопросов и предоставления ответов в естественном формате. Третье. Microsoft Word и Grammarly. Эти инструменты для обработки текста используют лингвистический анализ для автоматической проверки орфографии и грамматики, предлагая пользователям коррекции и улучшения. Четвертое. Яндекс.Переводчик. Система автоматического перевода, которая применяет методы морфологического и синтаксического анализа, а также семантического для обеспечения качественного перевода текста на различные языки. Пятое. Amazon Alexa и Google Assistant. Голосовые помощники используют лингвистические методы для распознавания естественной речи и понимания команд пользователей, что позволяет выполнять задачи и предоставлять информацию. Существующие системы на базе лингвистических методов сталкиваются с рядом ограничений, основным из которых является низкая точность перевода, особенно при работе с сложными или идиоматическими выражениями. Проблемы обработки многозначных слов и фраз также существенно влияют на качество перевода, так как системы могут неверно интерпретировать контекст и выбрать неправильное значение. Кроме того, недостаточная способность систем справляться с неформальным языком и диалектами приводит к ошибкам в понимании. Сложные синтаксические структуры и грамматические особенности различных языков
могут вызывать трудности при анализе и переводе. Эти ограничения требуют дальнейших исследований и улучшений в области компьютерной лингвистики для достижения более высокой точности и адекватности перевода. Оценка представленной статьи. Первое. Статья дает хороший обзор проблемы и логично подводит к более сложным аспектам. Второе. В статье хорошо раскрыты проблемы автоматического перевода, но не все возможные решения детализированы. Третье. Автор дает детализированное описание методов, уделяя внимание их практической реализации. Четвертое. Приведенные примеры показывают реальные достижения, что добавляет ценности статье. Выводы. Первое. Современные лингвистические методы, такие как морфологический, синтаксический и семантический анализ, играют ключевую роль в автоматическом анализе текста и обеспечивают более точное понимание и обработку естественного языка. Второе. Существующие системы автоматического перевода сталкиваются с рядом ограничений, включая низкую точность перевода и трудности в обработке многозначных слов и сложных синтаксических конструкций, что приводит к ошибкам в интерпретации. Третье. Будущее технологий автоматического перевода и обработки текстов связано с использованием глубокого обучения и нейронных сетей, а также развитием мультиязычных моделей, что может значительно повысить качество переводов и улучшить понимание контекста.